Эти дети сыграли наследников Великой Империи так убедительно, что заставили плакать целую планету. Но время безжалостно летит вперед, стирая золото османских корон и превращая маленьких шахзаде во взрослых, совершенно неузнаваемых людей. Кто-то из них проклял акторскую профессию и навсегда сбежал от объективов камер в обычную жизнь. Другие вытянули счастливый билет, превратившись в главных секс-символов турецкого телевидения с многомиллионной армией фанаток. Сегодня мы сорвем завесу тайны и покажем, какими невероятными красавцами стали дети из культового сериала «Великолепный век». Готовьтесь удивляться, потому что некоторых из них вы не узнаете, даже если они пройдут мимо вас на улице. Начнем с того самого малыша, чьи огромные, полные слез глаза разбили миллионы сердец в первых сезонах. Юсуф Беркан Демирбак сыграл маленького шахзаде Мустафу, первенца Махидевран Султан. Его кудрявые волосы, искренняя улыбка и невероятная для такого юного возраста актерская игра сделали его всеобщим любимцем. Сцена, где крошечный Мустафа прощается со своим отцом Султаном Сулейманом, до сих пор считается одной из самых тяжелых в истории турецкого телевидения. За эту роль юный Юсуф получил несколько престижных национальных премий, обойдя опытных взрослых актеров. Казалось бы, перед мальчиком открыты все двери лучших киностудий страны, бери и снимайся дальше. Слава обрушилась на него слишком рано, и семья приняла жесткое, но мудрое решение убрать ребенка из жестокого шоу-бизнеса. Сегодня от того щекастого кудрявого малыша не осталось и следа. Юсуф превратился в высокого, статного и серьезного молодого человека с пронзительным взглядом. Он ведет абсолютно закрытый образ жизни, не дает интервью глянцевым журналам и предпочитает получать классическое образование вдали от софитов. Его редкие фотографии в социальных сетях вызывают бурю эмоций у преданных фанатов, которые до сих пор пишут ему письма, называя своим главным шахзаде. Но Мустафа рос, и на экране его сменил подросток, в глазах которого уже читалась обреченность и бунт. Тунч Арал взял на себя тяжелую задачу показать переходный возраст наследника престола, его первые конфликты с властным отцом и первые ошибки. Его персонаж был резким, угловатым и постоянно искал одобрения, которого так и не смог получить. В реальной жизни взросление пошло Тунчу на пользу гораздо больше, чем его экранному герою. Угловатый подросток вытянулся, возмужал и обзавелся брутальной щетиной, превратившись в настоящего восточного красавца. У него идеальные черты лица, которые могли бы украсить обложку любого модного журнала Европы. Тунч не стал цепляться за славу великолепного века и выбрал свой собственный тихий путь. Он изредка появляется в небольших проектах, но его главная страсть теперь скрыта вдали от шумных стамбульских съемочных площадок. А теперь перенесемся в покои Хюррем Султан, где рос самый младший, самый беззащитный и самый любимый зрителями ребенок. Айбар Скартал Асон сыграл малыша Джихангира, мальчика с невероятно светлой душой и тяжелой судьбой. Его пухлые щеки и невинная улыбка заставляли смягчаться даже самых жестоких персонажей сериала. В отличие от многих своих экранных братьев, Айбарс не стал убегать от камер после окончания Великой саги. Он словно впитал магию кино и решил связать с ней свою жизнь всерьез и надолго. Сейчас Айбарс – это невероятно стильный, харизматичный юноша, который обожает модные эксперименты и дорогие бренды. Он продолжает сниматься, его часто можно увидеть в рекламных кампаниях и новых амбициозных проектах. Фанатки отмечают, что он сохранил свой фирменный теплый взгляд, но приобрел уверенность настоящей восходящей звезды. Конкуренция за трон всегда была жестокой, особенно между сыновьями могущественной Хюррем. Азгюр Эген Алджи сыграл маленького Баязида, вспыльчивого мальчишку, который постоянно лез в драку со своим братом Селимом. Зрители помнят его как круглолицего бунтаря с вечно нахмуренными бровями и сжатыми кулаками. Если бы вы встретили Азгюра сегодня на улицах Стамбула, вы бы ни за что не поверили, что это тот самый маленький драчун из дворца. Спорт полностью изменил его телосложение, вытянув его в высоченного, широкоплечего атлета. Детская припухлость ушла, уступив место точенным скулам и волевому подбородку. Он часто публикует фотографии с тренировок, демонстрируя идеальный пресс и мощные мышцы. Азгюр выглядит как профессиональная модель и легко мог бы стать лицом мирового бренда спортивной одежды. Но настоящая буря эмоций ждала зрителей,
когда роль подростка Баязида перешла к другому юному актеру. Эрхан Джан Картал появился на экранах и сразу же заставил зрительниц всех возрастов прильнуть к мониторам. Обладатель пронзительных голубых глаз и идеальных аристократичных черт лица, он казался принцем из сказки, случайно попавшим в суровые исторические декорации. Его игра была наполнена юношеским максимализмом, огнем и страстью, что делало его персонажа невероятно привлекательным. Время обошлось с Эрханом невероятно щедро, превратив его из красивого подростка в абсолютного секс-символа. Сейчас это профессиональная модель топового уровня с внешностью голливудской суперзвезды. Его социальные сети пестрят профессиональными фотосессиями, дорогими костюмами и кадрами из лучших курортов мира. Каждая его новая фотография собирает тысячи восторженных комментариев, где девушки признаются ему в любви на десятках разных языков. Там, где есть Баязид, всегда прячется его вечный соперник, хитрый и осторожный Селим. Егид Уст сыграл подростка Селима, и эта роль стала для него настоящим испытанием на прочность. Ему пришлось воплотить на экране образ трусливого, неуверенного в себе мальчика, который предпочитал плести интриги за спиной у сильных братьев. Зрители настолько сильно прониклись сериалом, что часто переносили свою ненависть к персонажу на самого юного актера. Возможно, именно эта токсичная реакция публики заставила Егита принять радикальное решение. Он полностью разорвал все связи с турецким кинематографом, собрал вещи и переехал жить за границу. Вдали от родины он кардинально сменил имидж, увлекся тяжелым спортом и нарастил внушительную мышечную массу. Сегодня тот самый нескладный Селим выглядит как брутальный фитнес-тренер с широченными плечами и уверенным, жестким взглядом. Его трансформация поражает воображение, доказывая, что реальная жизнь часто пишет сценарии лучше любых голливудских авторов. Среди этих войн за престол и мужских интриг ярко сияла одна маленькая звездочка, дочь самого султана. Мелис Мутлуч досталась поистине королевская роль, она сыграла маленькую Мехримах Султан. Эта девочка с первых секунд на экране доказала, что достойна быть дочерью великой Хюррем. Она виртуозно отыгрывала высокомерие, капризы и царственную осанку, заставляя взрослых актеров выкладываться на полную мощность в совместных сценах. Зрители пророчили ей великое будущее в кино, называя ее самой талантливой юной актрисой своего поколения. Судьба распорядилась иначе, доказав, что ум и красота могут вести совершенно по другому пути. Мелис выросла в невероятно роскошную, элегантную девушку с утонченным вкусом и чарующей улыбкой. Она сознательно отказалась от красных дорожек, светских тусовок и бесконечных кастингов. Девушка выбрала сложный академический путь и погрузилась в изучение архитектуры, став серьезным специалистом в своей области. Она предпочитает проектировать реальные здания, а не играть в вымышленных принцесс, и выглядит при этом абсолютно счастливой. Мы оставили самый громкий триумф, самую невероятную историю успеха напоследок. Арда Анарат сыграл подростка Шахзаде Мехмеда, старшего сына Хюррем, чья судьба оборвалась слишком рано и трагично. В сериале он был щуплым, неуверенным мальчишкой, который изо всех сил старался заслужить любовь отца и оправдать надежды матери. Его ранняя экранная смерть разбила сердце миллионов, но в реальной жизни эта роль стала для него мощнейшим трамплином. Пока другие дети-актеры уходили в тень, Арда работал как одержимый, оттачивая свое мастерство из года в год. Сегодня Арда Анарат – это не просто красивый парень, это настоящая суперзвезда турецкого кинематографа первой величины. Из щуплого мальчика он выковал брутального, уверенного в себе мужчину с гипнотическим взглядом и невероятной мужской харизмой. Его появление в главном телевизионном хите последних лет, криминальной драме «Правосудие», вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Миллионы фанаток по всему миру буквально сходят по нему с ума, создавая тысячи фан-клубов и караули его у съемочных павильонов. Каждый его взгляд с экрана заставляет рейтинги взлетать до небес, а продюсеры выстраиваются в очередь, чтобы предложить ему новый контракт. Он доказал всем, что является не просто милым ребенком из прошлого, а мощным драматическим актером с грандиозным будущим. «Великолепный век» подарил нам не только великую историю, но и открыл миру этих невероятных детей. Их пути разошлись, кто-то выбрал тишину и покой, а кто-то стал сиять еще ярче, покоряя новые вершины.
Но для миллионов зрителей они навсегда останутся теми самыми маленькими шахзаде и султаншами, чьи слезы и улыбки заставляли нас верить в настоящую сказку. Напишите в комментариях, чья трансформация шокировала вас больше всего и кого из этих ребят вы хотели бы снова увидеть на больших экранах. Оставайтесь с нами, впереди еще много нераскрытых тайн, шокирующих судеб и невероятных историй из жизни ваших любимых звезд.